Я решил найти драг-дилера, у которого можно найти лекарство от СДВГ. Лечили ебаным электрошоком, нахуй. Люди отвлекаются во время секса. Ой, не придумывай, ты просто оправдываешь собственную тупость. Это наши подписчики и подписчицы рассказывают о своей жизни с синдромом дефицита внимания и гиперактивности, или СДВГ. Несмотря на то, что информация о различных расстройствах становится все более доступной, про СДВГ до сих пор существует очень много мифов. Многие люди, и они встречаются даже среди психиатров, считают, что СДВГ — это такая штука, которая бывает только у детей, и в основном это такие шумные мальчики, которые срывают уроки, не могут усидеть на месте и не дают никому учиться. А потом они вырастают, и СДВГ у них проходит с возрастом. И взрослых с СДВГ, соответственно, не бывает. Но откуда тогда все эти люди? И если СДВГ можно перерасти, то зачем лечить его электрошоком? Меня зовут Ника, это Докса, и сегодня мы с вами поговорим про СДВГ. Начнем с гиперактивности. Блин, я уронила свою штуку. Я как раз хотела еще продемонстрировать. Это Лия. Она клиническая психологиня и психотерапевтка. Ей 27 лет, и СДВГ ей диагностировали только в 24 года. У меня есть, значит, эта линейка теперь. Я ее держу в руках. Вот только что у меня были, значит, мои сессии с клиентками, и они мне что-то очень рассказывали, много. И чтобы как-то концентрировать, значит, свое внимание, мне нужно что-то крутить в руках. Это к разговору. И я значит, постоянно отвлекаюсь, да, очень много говорю. Во-первых, я очень рассеянная, супер легко отвлекаюсь. Это Арина. Она дизайнерка, художница и активистка. И ей СДВГ диагностировали 2 года назад. Бываю в встречах, я отвечаю на сообщения. Вот человек катастрофа и человек... А можно ругаться, мат? Ага. В общем, я человек проеб. В принципе, Я постоянно, я говорю сам с собой. Это Женя. Ему 21, и он получил диагноз еще в детстве, в 4 года. Постоянно говорю свои мысли вслух, постоянно комментирую что-то, постоянно кручу в руках. Мне нужно постоянно ходить. Когда я читаю книгу, я хожу. Я не сижу, я не лежу, я хожу. Моя семья, например, она никогда не ходила, со мной в кафешку, или в рестик, потому что я не могу. Я сидя, хожу, вокруг стола и, ем. А это я, Ника, и мне СДВГ диагностировали этим летом. И я тоже постоянно кручу что-то в руках, или ковыряю, или грызу. Я постоянно переключаюсь между задачами и делаю 100 вещей одновременно. У меня в голове как будто постоянно открыто очень много вкладок, и одна накладывается на другую, и все немного перебивают друг друга. Я не знаю, что такое отдыхать и ничего не делать. Мне всегда нужно что-то делать. И я очень хорошо умею делать много быстрых дел. А если это что-то долгое и длинное и большое, то мне может стать неинтересно. И тогда это делать очень-очень тяжело. Но если мне это интересно, то у меня, наоборот, может включиться гиперфокус, и я могу заниматься этим каким-то делом целыми днями. И мне будет очень-очень сложно заснуть, потому что перед сном я буду продолжать об этом думать. И если мне все-таки повезет, и я засну, всю ночь мне, скорее всего, будут сниться кошмары и очень напряженные сны про это. И я нифига не выспусь, 10 раз буду просыпаться. У нас у всех СДВГ выглядит по-разному. Но почему? Что это вообще за синдром такой, и почему он отличается у разных людей? Мы спросили об этом у Анастасии Кудрявцевой. Она врач-психиатр и психотерапевт. Анастасия специализируется на СДВГ, и у нее самой тоже есть этот синдром. Синдром дефицита внимания и гиперактивности, ADHD, это онтогенетическое расстройство, и это нейрорасстройство. То есть это не ментальное расстройство, это то, что с человеком с рождения. Выделяют сейчас по современной классификации болезней 3 типа СДВГ. СДВГ преимущественно невнимательный тип, преимущественно гиперактивный и комбинированный или смешанный. В принципе, можно по названию уже догадаться, чем они отличаются. Самый распространенный тип, насколько я, надеюсь, правильно помню, по статистике, это все-таки комбинированный. Вы можете задаться вопросом, но разве не все люди бывают невнимательными, рассеянными, забывают что-то? Или очень активными, например, в детстве? И разве все эти вещи не могут быть просто частью характера? Когда и почему это начинает считаться расстройством? СДВГ — расстройство в первую очередь потому, что оно доставляет выраженный дискомфорт. То есть это снижение качества жизни. Это то, что не очень выгодно себе придумывать, потому что люди страдают от этого. Это не изолированная какая-то черта характера, а это комплекс
жалоб, комплекс проявлений, объединенные одной причиной. Это немного напоминает разговоры про депрессию. Разве не все мы думаем иногда о смерти? Да просто нужно заняться спортом. Напридумывали себе. То же самое, как будто с СДВГ. Просто возьмите себя в руки, сфокусируйтесь и сделайте это. Когда у тебя СДВГ, то это вообще непросто. Да, все люди могут отвлекаться, что-то забывать. Но когда у тебя СДВГ, то это влияет на все сферы жизни. И вот на все твое мышление. Секс и поцелуи, когда у тебя СДВГ. Та-та-та-та. Я знала про то, что люди отвлекаются во время секса, и что это может быть связано не только с СДВГ, но про то, что не все люди целуются микроспринтами по 25-30 секунд, я узнала совсем недавно. И я, останавливаюсь, чтобы немножко, отдохнуть от этого, как-то чуть-чуть так паузу, чисто взять, потому что там же еще много всего сложного происходит. Там еще руки, ноги, челюсти. Вот эти вот звуки, они так отвлекают сильно. И не только во время поцелуя, во время секса тоже, да, то есть, просто твое вот это вот сознание, оно как бы находится во всех вот этих разных местах. И ты просто вместо того, чтобы этим заниматься... То есть я как-то раз пробовала заниматься сексом в берушах, и это было очень хорошо. То есть ты не слышишь все вот эти шуршания, соседи, что-то шук-шук-шук, вот это... Опять же, да, вот эти вот все звуки, они очень сильно отвлекают. И ты просто не можешь попасть вот в какое-то состояние, в котором... ты плывешь, да, ты течешь, ты в связи, ты с человеком. А прикинь, когда у двоих людей СДВГ. Помимо сложностей с вниманием, у людей с СДВГ также могут быть проблемы с импульсивностью. В моем случае это проявляется так, что я постоянно всех перебиваю. Как только человек начинает говорить, я как будто уже поняла, что мне хотят сказать. Я уже услышала, я уже все поняла, все, можно не договаривать. И я уже на это отвечаю. Но потом может оказаться, что я неправильно поняла, а человек уже сбился с мысли. И тогда я извиняюсь и чувствую вину. И я думаю, все, так, хватит всех перебивать, дослушай до конца. Но дослушивать до конца ужасно скучно. И от этого я тоже чувствую вину. Из таких, просто историй про импульсивность, да, какие-то спонтанные поездки, которые ты выдумываешь, и потом ты привозишь друзей случайно не в то место, в какую-то глушь, и там написано «граница с Азербайджаном», здесь зона обстрела, и ты такая «Оу». По-моему, это не тот монастырь, в который мы должны были поехать. Ты не думаешь на долгосрочную перспективу вообще. Необдуманные покупки, отсутствие планирования бюджета, неумение тратить деньги нормально. И у тебя очень легко включаются твои лобные доли, которые контролят тебя, и ты делаешь такие штуки. Еще из-за импульсивности может быть трудно сдерживать эмоции. И ты, например, без фильтров и тормозов просто говоришь все, что думаешь, сразу же. Или даже срываешься на окружающих. Поссорился с начальником и уходишь с любимой работы, как это было у меня несколько раз. У меня бывали раньше прям вспышки гнева и ярости, когда я могла с нуля просто на какую-то ерунду очень сильный выразить какой-то гнев, и это было очень сложно контролировать. И чем младше человек, тем сложнее, потому что наши функции контроля и саморегуляции находятся вот здесь, в префронтальной коре. Эта часть мозга отвечает за исполнительную функцию, и она развивается дольше всех. И окончательно формируется только на 3-м десятке жизни. Подросткам и так может быть сложно контролировать свои импульсы, а подросткам с СДВГ еще сложнее. С родителями я поругался в пух и прах, когда мне было 18, я ушел из дома. Это Алексей Шупляков, стендапер и один из ведущих шоу «А что случилось?». Я подозреваю, что у моего отца, возможно, тоже есть СДВГ, потому что у него есть налицо все эти признаки, которые я нахожу у себя, и в том числе неумение контролировать свои импульсы, свои эмоции. Когда два человека их сталкиваются, есть очень жесткий вариант наговорить друг другу множество вещей. И однажды наговорили, и я собрал вещи, и вот мы N лет не общались. Когда мы попросили наших подписчиц и подписчиков рассказать о жизни с СДВГ, то очень многие сказали нам, что они большую часть жизни вообще не знали, что у их проблемы есть название, и получили диагноз только во взрослом возрасте. Так было и в моем случае. Я просто думала, что
такая я. И как-то большую часть жизни мне удавалось к этому подстраиваться. В школе у меня не было проблем, потому что мне было все очень интересно и все легко давалось. Но в универе уже было очень сложно. Тогда мой фокус переключился с учебы на YouTube, иллюстрацию, комиксы. И для моего СДВГ это была абсолютно идеальная ситуация, потому что я могла заниматься всем подряд. Надоело писать сценарий, окей, порисую комиксы. Надоело рисовать комиксы, окей, сделаю что-нибудь руками. И из-за того, что моя жизнь была так очень хорошо адаптирована под мои потребности, я и не замечала, что у меня есть какие-то проблемы. Но если жизненная ситуация меняется, например, если случается переезд или рождаются дети, то СДВГ в этих новых жизненных условиях может начать приносить трудности. Это одна из причин, почему многим людям СДВГ диагностируют только во взрослом возрасте. Но при этом взрослым людям труднее получить этот диагноз, чем детям, потому что до недавнего времени это считалось только детским расстройством. Конечно, это не так. И в свежей версии МКБ это уже исправили. Но Россия на нее еще не перешла. Психиатры, специалисты, там, старые школы, у которых, там, возможно, нет оптики современной на СДВГ. Возможно, у них есть такие идеи про то, что СДВГ — это там детское заболевание, да, и с возрастом оно там вылечивается. Понятно, с чем это примерно связано. То есть у нас часто не очень хорошее образование государственное, поэтому специалисту приходится постоянно покупать какие-то курсы, но это, конечно, зависит от того, насколько человек следит за тем, что происходит. И если в регионах врачи, допустим, не очень мотивированы, потому что они устали, и у них не очень высокие зарплаты, и они работают на потоке, то, конечно, у них может быть не обновленная оптика, и они могут не знать, как выглядит СДВГ взрослых, какие критерии диагностики, как это вообще ставится. Ну, к сожалению. Дело в том, что взрослые дети ведут себя по-разному. У детей, как правило, меньше ограничений в поведении, и симптомы могут проявляться более открыто. А взрослые не могут просто бегать и орать, когда им трудно. Но СДВГ у них никуда не пропадает. Просто оно под влиянием социализации начинает маскироваться и проявляться по-другому. Люди находятся в социальных нормах в определенных, что взрослому человеку уже проще не бегать там по помещению, по офису, там, да, не нарушать дисциплину. То есть СДВГ, оно больше такое интроицированное становится. Это именно сложности внутренние. Также до сих пор существует миф, что СДВГ чаще встречается у мальчиков, чем у девочек. Но это тоже неправда. В детстве легче и чаще замечают СДВГ у мальчиков, потому что у девочек СДВГ преимущественно по невнимательному типу. Это такие симптомы, которые больше как бы вовнутрь. Сложности с концентрацией, с вниманием, с переключением. Но, допустим, в Штатах, где хоть какая-то статистика ведется по СДВГ, примерно к 26 годам количество людей с СДВГ среди мальчиков, среди девочек, оно примерно одинаковое. Конечно же, не существует никакого отдельного мужского СДВГ, женского СДВГ и небинарного. Да, гормоны влияют, гендерная и не только, социализация влияет, симптомы могут отличаться, и это все влияет на диагностику. Например, мальчикам разрешают быть громкими и активными, поэтому их импульсивность не подавляют, и ее легче заметить. В то же время гиперактивность и импульсивность девочек могут еще в детстве подавлять традиционным воспитанием. Не бегай, не кричи, веди себя прилично, ты же девочка. Из-за этого их симптомы проявляются по-другому, и их диагностируют меньше. Мне как бы, явно часто, то есть чаще, чем, наверное, каким-нибудь бы мальчиком говорили, чтобы я там не шумела. Мы ездили очень часто на дачу и стояли в пробках по 2 часа. И мы возили туда-сюда вот эти большие такие 20-литровые бутылки от кулера, вот эти большие, да, и мы их возили туда пустые, там заполняли, потом возили назад из города на дачу, с дачи в город. У меня между ног была эта бутылка, и я, значит, все 2 часа могла барабанить по этой бутылке и петь песни, там типа «Мы едем мимо забора, и человек на велосипеде». Все дети там шумят и что-то такое, но я рили могла делать это 2 часа. И взрослые люди, мне кажется, и не только, были в шоке, они были в ужасе. И мой дядя говорил мне: «Пожалуйста, Лия, помолчи, пожалуйста». И это все у тебя как бы вот так незаметно, такой вуалью как бы ограничивает. И вот представьте себе, ребенок ничего не знает про СДВГ.
взрослые вокруг тоже. И они только делают, что говорят ему: не шуми, соберись, будь внимательнее, ты что, глупая? Ты просто не стараешься, да что же из тебя вырастет? И человек растет с мыслями: я ленивый, я глупый, я ненормальный. Никто даже не предполагал, что это может быть какое-то там расстройство, что-то там. Это Юля. Она учится в магистратуре в Институте искусств. У нее СДВГ преимущественно с дефицитом внимания. Вообще не было об этом мысли, пока я сама об этом не начала говорить. Это было уже там к концу школы или даже старше. Мне говорили, что, ой, не придумывай, ты просто оправдываешь собственную тупость. И моя мама единственное, как объясняла это самой себе и, соответственно, мне, то, что я ленивая. Это были постоянные укоры. Ребенку лень читать. Вот вырастешь, будешь дурочкой, да? Вот это вот все. И с этим ты растешь и думаешь, может быть, я действительно что-то... как? Тебя считают порочным человеком, что это не ты, не твой мозг действует как-то не так, что не можешь сосредоточиться на чтении учебника по физике, а это ты просто слабый, и что это ты просто ленивый, и что это ты просто необучаемый человек. И вот вы растете и думаете, что-то тут не так, но не понимаете, что именно. В идеальном мире вы, наверное, в этот момент обращаетесь к психиатру. Психиатр знает, что такое СДВГ, ставит вам правильный диагноз и рассказывает, что с этим делать. А вы начинаете терапию и учитесь жить счастливую жизнь с учетом своих врожденных особенностей. Но наш мир совсем не идеален. Психиатрия стигматизирована, и о походе к психиатру многим людям даже страшно думать. Об СДВГ в широких кругах известно мало, и многие люди мучаются размышлениями о том, что же с ними не так, годами. Почему другие люди могут сидеть на совещании и слушать, а ты нет? Почему ты постоянно перескакиваешь с одного хобби на другое, с одной работы на другую, с одних отношений на другие? Почему все вокруг смотрят фильмы и читают книги, а ты не можешь продвинуться дальше первой страницы? Почему ты всегда все теряешь? Почему не можешь дослушать человека до конца? Почему все так сложно и неинтересно? Из-за этого у людей с СДВГ могут развиться новые расстройства, например, депрессия или тревожное расстройство, и они могут усиливать СДВГ, а СДВГ может усиливать их. Такие дополнительные расстройства называются коморбидными. И, кстати, может быть такое, что из-за них психиатр может не заметить у вас СДВГ. Так пару раз было у меня. Так что, пожалуйста, даже если вы считаете, что вы абсолютно здоровы, сходите к психиатру. Просто на всякий случай, для профилактики. У этого нет никаких последствий, вас не поставят ни на какие учеты, это просто консультация. И если окажется, что у вас действительно есть сложности и симптомы расстройства, то диагностика может очень сильно помочь. Я долгое время думал о том, что у меня нет СДВГ. У меня были огромные проблемы с вниманием, у меня была полная симптоматика, но я себя убеждал, что это все-таки не то. Ты читаешь про рак, ты находишь у себя рак. Ты читаешь про депрессию, ты находишь у себя депрессию. Я думал, что история про СДВГ — это точно такая же история. Я боялся почему-то обратиться к психиатру. Страшно, что тебя поставят на учет и сделают тебя гражданином второго сорта. И это сидит в тебе достаточно глубоко внутри. Когда я понял, что у меня с высокой долей вероятности есть СДВГ, что с этим надо что-то делать, я, как любой разумный человек, который заботится о себе и имеет виды на будущее, я решил, что это надо исправить. Я читал, что у многих симптомы СДВГ снижаются при приеме псилоцибиновых грибов. Я читал также про другие нетрадиционные методы лечения СДВГ. И когда я говорю нетрадиционные, я имею в виду запрещенные в большинстве стран мира. Я решил найти драгдилера, у которого можно найти лекарство от СДВГ. Как я сказал, я рациональный и умный человек. Один драгдилер мне даже сказал, что у него у самого есть СДВГ, и он мне рекомендует обратиться к психиатру. Мне постановка диагноза очень сильно помогла. Я очень много, на самом деле, во-первых, на себе узнала, и это помогло мне избавиться от синдрома самозванки, когда я думала, что, может быть, это я сама себе придумала какую-то болячку, и на нее пытаюсь списать все свои косяки. Можно предположить, что люди, которым поставили диагноз еще в детстве, находятся как бы в более выгодном положении, потому что у них было больше времени на то, чтобы к своим особенностям адаптироваться, потому что они раньше о них узнали. Плюс на этом пути им помогали взрослые. Диагноз у меня был, учил в школе, легче не
становилось, потому что прям всем похуй в России. К сожалению, если у тебя есть диагноз, ты просто справляешься с этим сам, своими силами по мере своих возможностей. У Жени гиперактивный тип СДВГ, и гиперактивность осталась ярко выраженной во взрослом возрасте, что, кстати, бывает довольно редко. Он знал о своем диагнозе еще с 4 лет, но до недавнего времени российские врачи вообще не понимали, что с этим диагнозом делать. Надо ли это вообще лечить, и если да, то как? И из-за неправильного понимания природы СДВГ в медицине порой практиковались страшные вещи. Например, терапия электрошоком. Это было больше реально похоже на шоковое ошейник для собак. Тебя сажают перед компьютером, там висит камера, которая отслеживает движение глаз. Тебя цепляют кучу всяких разных датчиков, которые отслеживают движение, собственно, тела и заставляют делать какие-то монотонные задания, рассортировать фигуры по размеру. И иногда по выходным включали мультики же. Но, в общем, суть в том, что если ты отвлекаешься, то есть, например, смотришь, что делаешь лишнее движение, не делаешь задания, то тебя просто бьют током. Типа, естественно, больно. Типа, не как жвачки, блядь, ранковые, которые били током. Нет. У тебя датчики по всему телу как. И ток проводится через, типа, них все. Лечили меня в реабилитационном центре для детей с неврологическими расстройствами. В те времена, это год 2006-2007, это был как бы достаточно фэнси центр. Их на всю Россию было несколько. Лечение там было курсами. Каждый курс длился по типа 2,5-3 месяца, типа год. В моем случае, поскольку родители, которым нужно, чтобы все было идеально, а результатов как бы нет, то у меня в год могло типа быть 2-3 курса подряд, то есть типа там 6-9 месяцев. И так по типа 2 часа в день, по-моему, 5 дней в неделю, и в моем случае это было, по-моему, типа 5 лет с 6 до 11. К счастью, сегодня мы знаем, что симптомы СДВГ корректируются безопасно, безболезненно и эффективно с помощью таблеток. Но самые эффективные из них в большинстве стран мира запрещены, потому что их можно употреблять в рекреационных целях. Потихоньку я узнавал об СДВГ из каких-то алармистских средств массовой информации, которые такие: а в Америке это там, а в Америке это там. Детей на амфетамин сажают. И думал, ну надо почитать об СДВГ. СДВГ действительно корректируют стимулирующими препаратами, например, метилфенидатом и амфетамином. Да, амфетамин — это те самые спиды, которые огромное количество людей употребляет в рекреационных целях. Но прежде всего это очень эффективное лекарство. В чем проблема мозга с СДВГ? Да, что он в каком-то смысле не стимулированный. Проблемы выработки норадреналина, дофамина. Что делают стимуляторы? Да, они собирают мозг в кучку. Проще сфокусироваться. Из-за этого меньше гиперактивности, меньше какой-то непродуктивной активности. В этом смысле человек становится спокойнее, сфокусированнее, собраннее. Конечно, если увеличить дозировку стимуляторов, выйти за терапевтическую, там уже можно получить нежелательные эффекты. И в чем разница наркотического применения, да, и терапевтического? Терапевтические дозы у нас не дают вот этих наркотических эффектов. И на данный момент препаратами первой линии при СДВГ являются именно стимуляторы. Но в России они запрещены, и тут доступен препарат другого типа — атомоксетин. В аптеках его продают под названием Стратера. Это не стимулятор. И в США и странах Европы он считается препаратом второй линии. То есть его назначают, если препараты первой линии, то есть стимуляторы, по какой-то причине не подходят. Многие россияне получают доступ к стимуляторам только в эмиграции. Я собираюсь ходить к психиатру в Литве, и мне пропишут, наконец-то, мои СДВГшные колеса. Вот это будет рай. Если я смогу читать книжки, если я смогу вот так вот брать книжку, вот так вот начинать ее читать, и вот так через 60 страниц такая: ну все, достаточно на сегодня. Бля, пиздец, я буду так рада. Когда я первый раз принял таблетку, для меня это было просто какая-то шокирующая разница в том, как работает мозг. Я прямо не верил, что такое бывает. Я просто сидел, я читал статью на Википедии. В этот момент я понял, что я ее читаю уже 12 минут где-то. Это была большая статья, я ее просто читаю. И также касается и того, как я работаю. Я никогда в жизни не чувствовал себя настолько нормально и продуктивен, что я
имею план того, что я хочу сделать, там, например, в творчестве или карьере, я иду пошагово, потому что я хочу. Я каждый день пишу материал для стендапа по 2-3 часа. Для меня это раньше прямо вау, что-то небывалое. Важный дисклеймер. Корректировать СДВГ стимуляторами можно только под контролем врача и только с помощью проверенных медикаментов. Амфетамин — это сильно действующее вещество. Вы не обладаете достаточными знаниями для того, чтобы определить, какой препарат вам подходит, в какой дозировке, что делать при побочных эффектах и в случае передозировки. Так что, пожалуйста, подбирайте терапию только вместе с врачом. Помимо амфетамина существуют и другие стимуляторы, более привычные. Например, никотин и кофеин. Многие люди с СДВГ для саморегуляции действительно используют сигареты и кофе. Я не мог делать примерно ничего. Просто, чтобы сделать любые дела, реально встать в кровати, сходить в туалет. Реально было прям не очень приятно. И я просто заметил, что жизнь становится чуть легче. Я стал пить много кофе. Я пил реально очень много, по 10-12 чашек в день. И только тогда я мог реально нормально жить, нормально функционировать. У меня полетел примерно весь организм из-за этого. Начинает болеть сердце, кружится голова, вот эти все истории. Но зато ты можешь что-то делать, но зато ты можешь жить. Потом я открыл для себя энергетики. Я пил по 5-6 литров энергетиков в день. Сигареты имеют примерно такой же эффект. Поэтому, как только мне начали продавать сигареты в ларьках, я стал очень много курить. И, собственно, я до сих пор курю по 3-4 пачки в день. Обратная история, чтобы расслабиться, мне нужно очень много алкоголя или очень много травы. Никотин у нас может усиливать выработку адреналина, и адреналин у нас предшественник норадреналина, также с кофеином, а с алкоголем тут интересная история, что алкоголь у нас как вещество, которое угнетает центральную нервную систему, а люди с СДВГ могут принимать его с целью расслабиться. Потому что гиперактивность, она в том числе внутренняя, постоянно разогнанный мозг, мышление скачет, высокая тревожность, и алкоголь употребляется с целью расслабиться. Окей, эффективные стимулирующие препараты в России запрещены, а большое употребление никотина, кофеина и других веществ может вызывать проблемы со здоровьем. Что еще тогда делать? Как еще можно себе помочь? Смотрите, первое, идете к психиатру. Может быть, вам пропишут нестимулирующие препараты, и они вам подойдут. А может быть, вам вообще не нужны таблетки. Такое тоже бывает. Есть фраза «таблетки не заменят навыки». И первое, что мы рекомендуем людям с СДВГ, это обучаться навыкам, потому что навыки пригодятся даже в приеме фармакологии, как вы будете принимать и как вы будете менеджерить свой отдых, работу под фармакологией. Поэтому первое, что мы рекомендуем, это пройти тренинг навыков. Обычно это групповые занятия, там 8-10 встреч, где людей последовательно обучают, как адаптироваться под СДВГ, как адаптировать среду под СДВГ, чтобы было легче жить. Например, из-за СДВГ у вас могут быть проблемы со сном, и они, в свою очередь, будут усугублять симптомы СДВГ. Получается такой замкнутый круг. Как из него вырваться, вам могут рассказать как раз на таких занятиях. Плюс какие-то читы, чем можно себя обкладывать, что можно покупать, что будет улучшать твою жизнь. Люди с СДВГ часто могут выходить куда-то с незаряженным телефоном, потому что они не обращают на это внимания, поэтому полезно, если у вас будет там несколько зарядок, они разложены по разным сумкам, полезно, если у вас могут быть сумки для разных выходов. Мне некоторые клиенты рассказывали, что у них есть сумка для работы, сумка для похода в магазин, сумка для прогулки с собакой, потому что там положены заранее необходимые вещи. Я за 2 недели потеряла вещей на сумму больше 15 тысяч. Для человека, который живет в месяц на 20, это очень много. Опять же, с определенным опытом, наличием опыта, стараюсь все это контролить. За прогулку я 10 раз. Так, карманы. Значит, карточки, паспорт, телефон, ключи, пропуск, электронка. Все на месте. Все, хорошо, идем дальше. У меня есть еще, такая магическая тетрадка. Выглядит так. Позвонить маме, что-то там.
сделать Reels, Теле2, отменить подписку. Вот это очень интересно. Когда же есть термин типа налог на СДВГ, когда ты типа подписался на кучу всякой хуйни, и потом ты просто забыл это все отменить. Если вы постоянно опаздываете, то если есть такая возможность селиться рядом с работой, а не вдалеке от нее, потому что вы будете все равно опаздывать. Окружить себя какими-то штуками, которые можно жмакать куда-то, там что-то с ними делать, вот, чтобы хоть как-то рассеивать внимание, да, иначе концентрация превращается просто в ноль. Можно даже не снимать, можно сидеть и крутить. Да, в нашем обществе жить с СДВГ действительно может быть трудно. Мир устроен не для СДВГшников и вообще, в принципе, не для нейроотличных людей. Качественная психиатрическая помощь тоже доступна далеко не всем. В таких условиях легко отчаяться. Но важно понимать, что СДВГ — это не болезнь, это особенность мозга, и она может приносить не только трудности. Я очень искренне и задорно могу увлекаться большим количеством вещей, могу очень долго, очень сконцентрированно и очень внимательно в довольно экстремальных условиях делать какую-то работу. Это называется гиперфокус. Говорят, что люди с СДВГ достаточно креативные, у нас очень быстро работает мозг. В принципе, мы очень быстро генерим какие-то идеи, и часто за счет того, что одна мысль наскакивает на другую, они получаются довольно необычными и, что называется, креативными. Благодаря тому, что у меня такой мозг, меня побросало в жизни в совершенно разные стороны. У меня есть набор разносторонних компетенций. И любая социальная ситуация, любое направление, которым ты занимался, оно оставляет на тебе сильный отпечаток. И за эту вещь я благодарен тому, что мой мозг устроен именно таким образом. Блин, я же буду бабушке и маме этот видос показывать. Ничего страшного, посмотрим так. У нас такие отношения. Такой СДВГшный каминг-аут. Может быть, они хотя бы начнут понимать меня наконец-то. Я, конечно, им рассказываю и просвещаю их, но они, конечно, к этому относятся. Они там, что это там, твои вот эти ПДД, вот эти твои. Ну, то есть, как-то недостаточно, мне кажется.